Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по вышивке крестиком вот такого очень красивого полотна. Выглядит оно шикарно, а вышивается легко. Справится даже новичок. Также применять его можно в абсолютно разных изделиях, и некоторые из них вы увидите в конце этого видео. Ну а сейчас я долго тянуть не буду, приступаем. Это полотно я буду вышивать из остатков, которые у меня остаются после вышивки наборов. Я их не выбрасывала, оставляла. И вот смотрите, такое приличное у меня уже количество их собралось. И я решила, что именно их я и буду использовать в этом полотне. Также у меня есть вот такая коробочка. И здесь также на намотке есть остатки. Вот как раз таки у меня в этом полотне задача все свои остатки использовать и применить. Если у вас нет таких остатков, всегда можно обратиться к знакомым, которые занимаются вышивкой, либо же в любые группы рукодельные и попросить, у кого есть, возможно, кто-то готов отдать бесплатно, возможно, за какую-то символическую цену. В общем, всегда можно найти материал, либо же просто купить нитки и вышивать в свое удовольствие. Канва. Выбирайте ту, которая больше нравится вам. Также можно использовать водорастворимую канву, если хотите, например, вышивать на трикотаже, либо абсолютно на любой ткани. Возможно, вы таким способом захотите сделать ремонт вашей одежды. В общем, определяемся, готовим инструменты, конечно же, игла для вышивки, нитки, ткань, либо же канва, пяльцы и начинаем. Для удобства и чтобы не делать слишком длинное видео, принцип работы я покажу на листочке в клеточку, где одна клеточка это один крестик. Начинаю вышивку всегда с центра квадрата. Для этого нужно вышить 4 крестика. Ну, в моем случае я зарисовываю 4 квадратика. Это будет центр нашего квадрата. Также для удобства я буду брать разные цветом карандаши, чтобы вам было понятно. Вот вы сделали 4 крестика одним цветом, далее вокруг сделали другим цветом. Берем следующий цвет и снова вот так делаем крестики. Готово. Еще один цвет. Готово. Вот такой квадрат. Раз, два, три, четыре, да? То есть имеет он 4 цвета. Ну, вот для примера. Вот этот у меня квадрат был самый первый. У меня здесь 5 рядов. Но, как вы уже понимаете и видите на картинке, это абсолютно без разницы. Какой-то квадратик больше, какой-то меньше, какой-то совсем маленький. В общем, каждому свое. Также вот обратите внимание, у меня рядышком в разных квадратах одного цвета нити. Как я это делаю? Естественно, чтобы каждый раз не срезать нитку, например, вот я этот закончила, и, к примеру, у меня еще есть вот этого цвета нить, она у меня еще достаточно длинная, я просто по изнанке делаю переход, и вот где-то примерно в этом месте также делаю 4 крестика. Это центр. Каждый квадратик я всегда начинаю с центра. И теперь уже следующим я начинаю, точнее продолжаю работать с вторым квадратом. Вот я сделала второй цвет и сразу же третий. На этом этапе можно вернуться к первому, можно продолжить работу с вторым квадратом. Я добавлю еще один ряд второму квадрату. Вот так. Теперь можно опять же таки продолжить работу с любым из этих квадратов. А можно уже приступить к третьему. Вот, например, у меня эта ниточка была длинная, как и в предыдущий раз, да, и я начинаю рисую центр. Центр уже следующего, третьего квадрата. И обратите внимание, что центр относительно первого и второго немного смещен так, чтобы они не были в одну линию, в одну полосочку, да. Теперь беру следующий цвет нити, делаю следующий ряд. И еще один. Ну, здесь все как обычно. А вот следующий ряд, смотрите, я буду рисовать красным, чтобы было лучше видно. Тут нам нужно захватить вот тут одну клеточку. Почему? Вы должны смотреть на этот квадрат. Если бы не было там уже вышитых крестиков, как бы вы вышивали? На один ряд выше, правильно?
Вот тут точно так же. Вот нарисовали, ну, я рисую, ну или на конве делаю крестики. И следующий ряд точно так же, такими же квадратами, но уже заходя. Вот, смотрите, вот так. И получается вот такой эффект. Все. И дальше мы можем опять же вернуться к второму, к первому, продолжить с третьим работать. А можем начать новый квадрат. И абсолютно без разницы, с какой стороны. Снизу, сверху, справа, слева. Как удобно, так и продвигаетесь. В этом полотне очень большой плюс того, что здесь нет никаких схем, и у каждого будет свое эксклюзивное полотно. Ну и сейчас я еще покажу, когда вот, например, с двух сторон, вверху, ну или же внизу, тут абсолютно без разницы, да, вот, когда у нас близко, это центр четвертого квадрата. Ну, соответственно, второй ряд будет стандартный, третий уже будет неполный, сейчас показываю, вот так, раз, два, три, и вот тут немножечко, готово, следующий вот так. Ну и можно на этом остановиться, продолжить следующий в одну или во вторую сторону. Можно также продолжать делать квадраты больше. Также, смотрите, покажу уже на полотне. Когда у нас, например, вот тут я не хотела делать слишком большой, да, и поэтому здесь у меня прям вот такие манюсенькие квадратики, просто по 4 клеточки. Вот тут, например, да, маленький. Особенно это актуально, когда края. То есть не нужно прям все одним цветом забивать. И все равно старайтесь, вот тут масик, видите какой? Старайтесь, если у вас мало места осталось, лучше все равно, ну, квадратик, чтобы это был. Пускай это будет на 4 клеточки, на 6, но квадратик. Если это все сделать одним цветом, оно будет бросаться в глаза. Поэтому лучше избегать. Теперь покажу, с чего начинала я. Это самое первое запяливание. Мои сделаны все квадратики. И вы видите, что вверху у меня остались две длинные ниточки. Мне было проще продвигаться вверх. И вот как бы к чему это привело. Вот так постепенно, постепенно, сначала вверх, потом в бок. Но тут абсолютно нет никакой разницы. Будете вы продвигаться в какую-либо из сторон, все равно свое пространство вы заполните. И вот так выглядит полотно, которое только что закончила. На изнанке узелков нет, только протяжки. Еще видны следы от пальцев, так как это еще полотно не стиралось и не утюжилось. Кстати, напишите в комментариях, нужно ли отдельное видео, как я стираю и как готовлю полотно к шитью. Кстати, из этого полотна я буду шить вполне себе практичное изделие. Это не будет никакая картина. И вы сейчас видите, что у меня остатки еще остались, поэтому мне для моего изделия нужно два полотна вышитых. Я вышью его немножко другим способом, также квадраты, но другие. Видео покажу, видео будет, поэтому если вы еще не подписаны, подписывайтесь, все увидите и не пропустите. И вот так выглядит полотно после того, как я его постирала. У меня полиняла вот здесь ниточка, всего одна с одной стороны. Но в готовом изделии этого видно не будет, там как раз таки будет строчка. После стирки посмотрите, какие красивые получаются крестики. Даже когда вы в процессе вышивки видите какие-то пробелы, то поверьте, после правильной влажной тепловой обработки все это будет не видно. Ну и вот такая красота. Также обещала в конце видео показать, куда можно применять подобные полотна. Поэтому для вас я приготовила небольшую визуализацию, но думаю, что она настолько разноплановая, что каждый из вас найдет тут для себя что-то интересное и неожиданное. Кстати, напишите в комментариях, какое из изделий было для вас неожиданностью. Вот вы даже не думали, что такое можно применить. А возможно, у вас дома давным-давно лежит готовое, вышитое крестиком полотно, возможно, картина какая-то невероятной красоты.
и она ждет своего времени, вдохновения вашего или же своего часа, да. И вот сейчас вы, увидя мое видео, вдохновитесь и оформите свою вышивку в готовое изделие. В любом случае, я надеюсь, и в этом видео, и в целом на моем канале вы найдете для себя много нового и интересного. На этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.